Ранним утром мужчина по имени Эмир отправился на рыбалку к одной из быстрых горных рек Тяньшаня. Примерно через час он заметил, как бурное холодное течение несет вниз маленького медвежонка и, не слишком раздумывая, сразу же зашел в ледяную воду, подхватил его и вынес на каменистый берег. В тот момент он не видел медведицу. Она появилась позже, уже гораздо позднее. Эмир рассказывал все обстоятельства того странного дня. Он вспоминал, что клев был совсем слабым, за все утро ему удалось поймать лишь пару небольших рыб, а между тем дома, в горном ауле, его ждала семья, и возвращаться без улова он не хотел. Эмир внимательно следил за рекой, что и позволило ему заметить крошечного медвежонка на фоне бурного потока. Похоже, тот пытался поймать рыбу выше по течению среди камней, но сорвался и оказался в воде. Времени на раздумья не оставалось. Еще мгновение, и малыша унесло бы в стремнину. Эмир не стал колебаться. Он быстро шагнул в поток и несколькими резкими движениями оказался рядом, подхватил медвежонка на руки и вынес его на берег, сразу же отпустив и оглядываясь по сторонам в поисках медведицы. Но ее поблизости не оказалось. Медвежонок отряхнулся, коротко пискнул и исчез в густых зарослях. Эмир лишь вздохнул и вернулся к своей снасти. Однако клев по-прежнему не радовал, и спустя еще около часа он начал собираться домой. Снял с крючка пустую леску, повернулся в сторону тропы и замер. Прямо перед ним стояла медведица. Она внимательно смотрела на него, не проявляя агрессии, а затем медленно опустила голову и сделала шаг в сторону. Эмир с удивлением заметил, что у ее лап лежат несколько крупных рыбин, словно она специально оставила их человеку, будто хотела отблагодарить за спасение своего детеныша. И хотя это кажется невероятным и даже невозможным, возможно, мы до конца не понимаем, как устроены отношения в дикой природе, ведь даже там, где человек привык ждать только опасность, иногда проявляется нечто большее. То, что похоже на благодарность и память,